Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Начать наш разговор я предлагаю с нашумевшего. Обсудили, кажется, все, ну а чем мы хуже? Давайте тоже обсудим. Залужный дает интервью, и вы знаете, тут даже не сам факт интервью в западной прессе, Associated Press, о том, что в 23-м году он как-то так хотел правильно наступать, но Зеленский, в общем-то, скорректировал эти планы, и там Бахмут, в общем, открыли вот ту фортецию, да, пиарную, а у него вообще другой был план, но даже не это важно. Началось, ну вот прям высасывание из недр вот этой подноготной, что СБУ, бывший стрип-клуб, а там у него была база в одном из отелей, да, некогда работавших, давно закрытом, но тем не менее, и вот они ворвались и вообще хотели убить Залужного. Слушайте, ну прям достаешь из широких штанин дубликатом Бесценного груза. железного. Читайте, завидуйте, я гражданин. Железного груза, он же железный генерал, понимаете? Да-да. И так вот сидишь и думаешь, как он ушел, а что это вдруг? Что это вдруг на воспоминания потянуло Залужного? Ну и, соответственно, все уже говорят, что это старт избирательной кампании. Как вы относитесь к вот разного рода инсинуациям, документам, заявлениям, комментариям, ну и самому Залужному? А чего сейчас? Ну, это очередной информационный силос для лохов. Знаете, у меня такой был друг в свое время, с которым мы вели программу «Подъем» на новом канале. Но он по совместительству еще был артистом группы ТНМК. Значит, він же Фозі, він же Олександр Сидоренко. И он меня научил прекрасной фразе, когда я ему говорила: «Блин, а що ви за пісню таку написали? Всім допомагає, Іво Бобул, значить, всіх перемагає, Іво Бобул». А он говорит: ты шо, лох цепенеет. Понимаешь? Лох цепенеет от Залужного. Лоху вот это вот сбрасывают эту жвачку, и вот все, и мы с вами в том числе, обсуждаем вместо того, что важно, нужно и системно изменяется в нашем мире, в нашей жизни, в нашей стране. Мы обсуждаем зализного генерала. А это же вызывает очень много эмоций, понимаете? Сразу ты себе представляешь стрип-клуб, вот этот вот... Шесты, да. Такой липкий запах порока, такой, шесты, да, сигареточки, значит, они там такие сидят, у них такие наколочки, а потом там врываются какие-то, и Валера с Айгаком, значит, бежит по улицам, он же такой огромный. Ну, в общем, вот это все, понимаете. Ну, Валера — это вообще, конечно, отдельная тема для, скажем так, небольшого рассказа, потому что, ну, это, наверное, по мнению его западных кураторов, это, видимо, вот этот образ красивого мужчины в глазах украинской жінки. Ну, то есть я честно вам хочу сказать, у меня немножко, ну, скажем так, специфический, конечно, вкус. Я тоже так как погляжу на свое прошлое, так и думаю, что вообще со мной было не то. Но, с другой стороны, чужих мужчин я оцениваю очень даже, скажем так, объективно. Но, честно, вот я не понимаю, что вообще в нем, вот в Тёму Валерии, кроме того, что он выгоден был Зеленскому, Ермаку, их кураторам, которые за ними стоят. Мы же прекрасно уже понимаем, я думаю, что ни для кого это уже не секрет, или есть еще такие психбольные, которые все эти годы где-то просидели в кастрюле или в шлеме, еще и в холодильнике, понимаете, плотно закрытым на все ключи. Ну, то есть мы же все прекрасно понимаем, что эта война была спровоцирована Ми-6, что Зеленский – это биодрон на перфокартах Ми-6, что все, что он делал, все, что он говорил, все это ему писалось и спускалось, и все это, как это, благословлялось ими для того, чтобы развязать эту войну между славянскими народами. По сути, одним народом, который разделился на два и воюет друг с другом самозабвенно. Но, конечно же, Валера должен был быть тем фунтом, на который
набросят потом все говно с вентилятора, понимаете? Ну вот вообще, по большому счету, ну если вот так вот посудить, да, Валера заявляет, поднимает какие-то свои старые гнидники и, значит, рассказывает, как он, почему он не победил. То есть победа была так близка и практически в его руках, но из-за Зеленского, значит, ему не удалось достичь желаемого результата. Ну а с другой стороны, вот Зеленский вышел, например, к журналисту и говорит, что вот это все ваше историческое говно мне не нужно. Так если он по отношению к Катерине, к Петру, к великим вообще, признанным в мире авторитетам, которые завоевания осуществляли, если он по отношению к ним считает, что это все говно, то по отношению к Валере и к его воспоминаниям об исторических подвигах, которые он к тому же еще и не совершил, то вообще что вообще это, как на Зеленского повлияет? Да никак. Он вот так вот посмотрит на него, как на Крису, пардон, Мишу, и будет хохотать. Да, безусловно, он, наверное, как-то это прокомментирует, если какой-нибудь западный журналист несанкционированно задаст ему вопрос по поводу Валеры. Но все журналисты, которые, например, в Украине, они там мышь не проскользнет, которая сможет задать Зеленскому несанкционированный вопрос. Там все по сценарию прописано. Поэтому это останется, скажем так, на маргинесе, пойдет на свалку истории, и все вот эти прыжки Валеры – это просто отвлечение внимания от основных событий. А основное событие нам нужно вообще-то понять, в чем оно заключается. Оно заключается в том, что не должно быть мира, не должно быть договоренностей, не должен быть остановлен этот огонь, который так долго раздували. Вы же помните, с 2004-го его раздавали на Майдане. Потом вроде чуть-чуть пригасило. Люди не хотят воевать, не хотели и не хотят. Тому доказательство вот эти все истории с бусификацией. То есть если бы люди хотели, они бы стояли в очередях в военкоматы, если бы они видели, за что они воюют, что они получают. А так люди уже более-менее поняли, что им предлагают отдать свою жизнь, которая у них может быть и плохая, но одна, единственная, и второй им не дано. Они предлагают все то, что человеку дорого. Мамочка его растила, на ручках носила, сиськой кормила, в садик водила, книжки читала, там какие-то оценки получал этот ребеночек, хорошие или плохие. Но он жил, он к чему-то стремился, у него есть какие-то цели, у него есть какие-то мечты. Он хочет жить, этот человек, он хочет видеть солнышко, он хочет радоваться жизни, играть в какие-то новые компьютерные игры, пить пиво, а не сидеть в вонючих окопах, чтобы на него просто тупо летели грады, кинжалы там, и прочая остальная история, и превращаться в кусок дерьма, в прямом смысле этого слова, ручки, ножки, глазки, ротик в разных местах, и потом мамке еще неизвестно, привезут ли этот мешочек с останками, потому что, скорее всего, его просто прикопают где-то в поле или сожгут в каком-то крематории, и, в принципе, никто не узнает, где могилка твоя. Поэтому люди избегают этого. Но их уже замкнули в периметре этого концлагеря и заставляют их любыми способами, выковыривают их вообще из вот этих вот раковин для того, чтобы их отправить на убой. Потому что Зеленский выполняет задачу своих господ – освободить вновь купленную, вновь приобретенную обманом землю украинскую от лишнего биологического материала. И эта задача, которая стояла перед Наполеоном, перед Гитлером, эта задача прописана в плане ОСТ. Оставить только женщин и детей для расплода, детей, которых нужно сделать дебилами, то есть они уже не знают своей истории, для них Пушкин, Достоевский, Толстой, Чайковский, Петр I, Екатерина Великая и прочие, Булгаковы там и разные Гоголи, да и Шевченко в том числе, и Леся Украинка, все это историческое дерьмо,
а у них один герой. Золотий пам'ятник стоїть Володимиру Олександровичу, який тримає в руках свого члена, яким він грає на роялі. Це ж надо в мире единственный такой феномен, который может членом на роялі грати. І за це його люблять люди і готові йому простити смерті всіх своїх дітей і свої власні смерті, тому що українців об'єднує кладовища. І взагалі вот этот вот лозунг «А що ми скажемо нашим мертвим, за що воювали?» Так вот, когда вы туда ляжете рядом с ними, как можно быстрее, по мнению Зеленского, то вы что-то им скажете. А может быть, нужно вообще-то задуматься, а что мы скажем нашим живым? Что вы своим детям говорите уже? Почему идет война, почему они без света, почему нет воды, почему они в садик нормально не ходят, а в подземные школы? Нет, у них не срабатывает клепка, и, естественно, они по-прежнему думают, що оце скоро-скоро ця війна скінчиться, і ось тоді заживем. Так а То есть как их окончится? уже провели через вот этот палочный ряд, уничтожили большинство, а вони все чекають щастя. Тут, понимаете, тут же тоже вопрос, как закончится война? Вот все говорят, ну, мы за, ну, Зеленский, мы за окончание войны, мы за то, что... Вот, а как? Чем она закончится? Выходит нацгвардеец главный, да, и начинает там рассуждать о том, что вот, мол, смотрите, никто Донбасс не отдаст, никто ничего на это не пойдет по линии. Ну, в общем, конечно, если будет приказ, то, конечно, его выполнят, но, в общем, этого приказа не будет. По линии, вот там стоим, где стоим, будут, конечно, вопросы, но, тем не менее, это возможно. Ну и говорит о том, что у всех сразу возникнет вопрос, так а почему его было сразу не отдать? Все очень боятся этого вопроса, а зачем вот эти 4 года, а зачем вот эти смерти, вот эти лишения и вот такая война. И этого вопроса все боятся, и, как знаете, вот в детстве, а я в домике, и прячутся от него в домик упертости, вот этих одиозных заявлений какого-то Зеленского, да, ну это же просто, ну это стыдно, ну понимаете, это стыдно с точки зрения человека. Ну, вот человека, который там... Я, говорит, лучше знаю Россию, чем Путин Украину. И все так, о, какая гениальная фраза. А люди думающие говорят, нет, ну понятно, конечно, ты лучше знаешь Россию, сколько ты там проработал в этой России. Непосредственно. Путин меньше в Украине работал, это ясное дело. Да? Он там ГДР, может, лучше знает, чем Украину, конкретно если Путина брать. То есть он сравнивает себя с Путиным. Он говорит, смотрите, я читаю так же исторические книги, как и он. Какие? Нет, во-первых, какие? Пусть покажет, какие книги он читает. Это во-первых. А во-вторых, откуда такие данные, допустим, да? Нет, ну мы видели публично, там Путину дарили какие-то там карты, конституции, какие-то книги, ну, старинные. Мы видели, что есть работа в этом направлении историческом, вот там, с участием Путина, так, тем или иным образом. А в Украине мы исторической этой работы не видим. Мы видим, есть такое слово, я его, конечно, избегаю, но, в общем, притрушенного Алферова, понимаете, который Институт национальной памяти возглавляет, говорит, Россия теперь поняла, что СССР 2 не получится, поэтому надо уничтожать, чтобы была выжженная земля, вот нас будут уничтожать, а те, кто останется, или рабы, да, или мертвые. Рабы. Так подождите, Саша, а если мы посмотрим на сегодняшний день, а кто сейчас уничтожает людей? А кто там, не рабы или не мертвые? Это что, Путин все сделал? Это Путин нанимает вот этих вот убийц, которые сафари на людей устраивают? Это Путин их формирует в бригады по 3, 5, 8, которые нападают на беззащитных, безоружных людей, избивают их до полусмерти, ломают им ноги, носы, от которых люди бегут и прыгают, с мостов разбиваются насмерть. Это Путин? Я что-то не могу понять, где? Ну, то есть Путин, наверное, поэтому не работал на Украине, и, может быть, поэтому Украина в таком тяжелом состоянии, потому что Путин тут не работал, потому что здесь вот это все цвело и расцветало, гнилье вот это. Вы знаете, за что эта война? Я вам отвечу, Саша. Вопрос, на который не хотят отвечать себе подонки, которые наживаются на этой войне. Это война проклятие для этого народа, который позволил себе отвернуться от
власти, которая грабила их 30 лет, который сам тоже грабил все, до чего мог дотянуться, потому что эта власть полностью соответствует чаяниям этого народа. Я вам хочу сказать, что я же это все наблюдала, к несчастью своему, особенно с 2014 года это расцвело прямо буйным цветом, когда Киев начали заполонять просто банды, самые натуральные. И я как-то рассказывала, не знаю, говорила ли в вашем эфире, что я долго не могла понять. Вот я приезжаю, например, там в супермаркет какой-то, чтобы закупку сделать, ставлю автомобиль на парковке и иду, и наблюдаю, вот там вот вдоль парковки такие парапеты, и там какие-то группы людей собираются, какие-то молодые люди. И я не могу понять, что с ними не так. Во-первых, это дневное время. Почему они не на работе? Почему они стоят вот этой стайкой? Почему они, например, не где-то в кафе собрались, если они по интересам собрались? Филателисты, например, какие-то. Почему? Ну, то есть что их объединяет, я не могу понять. Они не байкеры, с ними рядом не стоят ни самокаты, ни бициклеты, ничего, ни мотоциклы. То есть это просто стоят какие-то люди, курят, и все время смотрят на людей, смотрят с каким-то, ну, знаете, вот именно людоедским взглядом. То есть они тебя как будто бы взглядом поедают. Они тебя оценивают, во что ты одет, какая на тебе одежда, какая у тебя сумка, какая у тебя машина, сколько ты привез там, значит, в своей телеге, выкладываешь в эту машину. И у них в глазах вот этот людоедский, реально людоедский какой-то такой блеск. И все время у меня было ощущение, что вот они хотят тебя расчленить и съесть своим взглядом. А теперь я понимаю, кто это был. Это уже завозили вот этих подонков, которые теоретически должны были быть вот этими бригадами, которые будут мародерить, расчленять. То есть им уже пообещали, что вы берете этот город легко и непринужденно, вам только нужно взять оружие, слушаться наших приказов, и вот это все то, что вы видите, богатое, красивое, вот это все жирное, машины, квартиры, бабы, деньги, сумки, все вот это будет в ваших руках. Теперь-то я понимаю, кто это было. И они реально людоеды. И они реально спустились с этих гор. Это все наставница Ирина Фарион их наплодила своей грудью, выкормила вот этой нацистской, вот этой ненавистью тупой и бесперспективной во всех отношениях. И вот они просто мародерят всю территорию Украины. А дальше, Сашенька, они соберут свой, как говорится, скарб, вот это вот намародерят на смертях, наберут бабла, будут ловить вот этих несчастных, которых они обелечивают, сажают их в подвал, дают телефон, он может позвонить родственникам и выставляют определенную цену, 7, 10, 20, 12. А родственники готовы любые деньги принести, чтобы своего спасти человека, если у него есть такие, кто его любит. Они вот это латошат, это бабло, а далі вони виникають десь на Канадійщині и Вашингтонщине, потому что это уже было. И именно поэтому этот конченый институт национальной памяти сжигает книги и исторические факты о том, что именно украинцы Западной Украины были полицаями, надзирателями, они служили, были прихвостнями фашистов, и они были первыми, кто гнобил, геноцидил, убивал и мародерил украинский народ. Вот именно тех женщин, детей, стариков, безоружных, которые не могли им ответить соответствующим образом. Ну, а дальше они давайте все... так, справедливости ради, при советской власти тоже это прикрывалось сукном, не педалировалось, замалчивалось. Об этом хорошо знают, например, в Беларуси, об этом хорошо знают на той же Западной Украине. Люди, ну, это было некрасиво, да, ну вот, потому что все же были советские люди, все же были в одной стране, поэтому нельзя было говорить, что с этого региона кто-то... Хотя эти факты действительно неизвестны, просто их так немножко подальше, в дальний, так скажем, ящик отправляли. Да, Саша, потому что после смерти Сталина, которая была противоестественная, как вы знаете,
товарищ Троцкий, который был идеологом товарища Хрущева, он возник в голове товарища Хрущева, и они начали вот то, что остановил Сталин. То, что делал Троцкий и Ленин, перманентная революция, и бросить Россию в топку этой перманентной революции мировой. То есть они не собирались строить какого-то прекрасного райского сада на территории России, Советского Союза, и вообще давать этим жалким народишкам право на существование, потому что и Ленин, и Троцкий были евреями, богоизбранными, которые жили с мыслью о том, что весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, но не ваш называется. Только Ленин, вернее, Сталин, отец народов, который победил вот эту всю гниль, вот эту всю бациллу мировой революции, остановил ее, не дал развиться вот этой болезни и построил потом Советский Союз. Но с приходом Хрущева, понятное дело, все эти темы были спрятаны осознанно, но под предлогом того, что вот мы же победили, да давайте же будем великодушными как победители, давайте не будем вспоминать старого, кто старое помянет, тому глаз вон. Потом он устроил что? Амнистию для всех этих полицаев, которые сидели в лагерях, выпустил их, они расплодились опять по всей Украине, расползлись и начали по новой, как говорится, точить ножи булатные. Но, например, уже в исторических книгах для советских детей эта тема действительно не педалировалась. В фильмах, в исторических артефактах это все, как говорится, действительно заметалось под сукно, потому что это был такой консенсус, что не будем, как говорится, старое ворошить. Но если старое не ворошить, а при этом еще выпивать этот эликсир забвения, то, конечно, это старое прорастает из-под этого сукна. Вот и все. Вот оно и выросло, и наросло. И не нужно нам рассказывать, чем вообще промишляла пані Ірина Фаріон, народна героїня тепер України, які будуть ставити пам'ятники, які будуть пам'ятні дошки набивати. Понимаєте, яка батька їхнього Бандеру нам на голову взгромоздила. Но это только Зеленский может себе позволить называть исторические факты говном, дерьмом и вообще этим не интересоваться. Потому что он вообще-то набивает свои собственные карманы миллионами и миллиардами. И на этой войне, будучи опять же евреем, который плевать хотел на этих жалких людишек, они для него просто мусор. Это биологическое оружие, которым он пользуется по своему собственному усмотрению. И пока эти дурачки мэкают и бэкают, верят ему в какой-то просперити, которая когда-нибудь наступит, и вот эти вот все речовки кричат, що батько наш Бандера, воювати до останнього, до границь 91-го року, не сдамо, слава Украине и все остальное. Пока они подыхают, он отлично собирает, как говорится, вот эти все остатки роскоши. Цирк был, конечно, да, когда люди сразу же нашли. В очередную какую-то командировку ехал Зеленский, и они там Хмельницкую АЭС осматривали, и Галущенко там был, да, рядышком, и они вот стояли, он возмущался, вымывают деньги, где финмониторинг, и стоит рядом Галущенко, кивает, поддакивает, и где сейчас Галущенко, понимаете, с четко раскрытой схемой, и все утверждают, и следователи, и НАБУ утверждают, все утверждают, что это как бы песчинка. Ну, то есть это мелкий, это не крупная рыба. То есть он кому-то подчинялся. Сам Галущенко, когда его прижали, говорит, да я вам расскажу там, и хотите, и вот это расскажу, когда киловатт-час стоит 1 копейка, а у нас гривня 68, кто, почему. То есть его прижали, и он начинает это дело как бы рассказывать. И сразу возникает опять, как это, Сигизмунд, вместе с ним Али-Баба, Карлсон, в общем, это все поднимается новой волной. То есть много совпадений каких-то. Вот Залужный, да, Залужный. Ему там сразу написали в Шпигеле, что он отдавал приказ взрывать северные потоки, как ответка, да, ответка от немцев.
которая, в общем-то, да, вот есть европейцы, есть британцы, все сочли, что это как бы немножко дернуть Зеленского за ошейник, тут европейцы подсобили. С немцами вообще беда происходит. Мерц говорит, то Россия — это страна европейская, то теперь опять варвары, и, в общем, ужас и кошмар, нельзя останавливаться, будем продолжать помогать Украине, воевать и так далее, и свой бундесвер строить. Правда, когда застрял ледокол немецкий в Арктике, замешкали. Русские пришли спасать, да? Нет, замешкались немножко, потому что, ну, подождите, кому надо, ну, то есть, кому это надо, да, спасать? Ну, конечно, немцам, да, ну, это понятно. Но есть там солидарность, санкции с санкциями, то есть, как бы по санкциям нельзя было, чтобы ледокол шел на спасение и, в общем, ну, вытаскивал из льдов вот этот немецкое судно. Но нет. Русский ледокол, да? Русский ледокол их спасал. Ну и там начали там уже это где-то перевирают, где-то приукрашивают, что это как бы вы должны, русские. Ну типа, вы должны это по всем канонам. Говорит, ну окей, мы-то должны по канонам, но по другим канонам мы не имеем права, вы же на нас санкции наложили. Ну понятно, что это все, жизни людей важнее, ситуации эти важнее, чем все происходящее. Понятно, что пошли спасать, спасли, тут дело не в этом. Но это просто показывает, да, вот это вот, все равно никуда не деться. Европе от России, да, там, миру от России, Украине от России, России от Украины. И кажется, что это все очень сильно мешает, понимаете? Они тырят бабки, рассказывают о том, что их там хотят убить. Сегодня новая там порция скандальных подробностей. Вот там Юсова, спикера ГУР хотели, наняли каких-то молдаван россияне, они приехали, эти молдаване, организовывали какого-то известного персонажа, медийного журналиста политического, который в списке экстремистов у россиян тоже хотели ликвидировать. Ну, сейчас, наверное, к моменту выхода нашего видео больше будет подробностей, а кого конкретно, да? Может, даже допрос покажет. Но мы понимаем, что в целом пора заканчивать. Это уже никому не интересно, все происходящее. Вы ошибаетесь, Саша. Как раз наоборот, надо продолжать. Тот, кому это интересно, к сожалению, нормально себя при этом всем чувствует. Это украинцам плохо, которых из домов изгнали, и которые не знают, что ждет их и их детей. Это русским плохо, потому что, как ни крути, они под санкциями, и их постоянно во всем обвиняют. И подонок Зеленский рассказывает, что русских нужно изгнать отовсюду, где они там, как говорится, затесались в европейских каких-то палатах каменных. Ну, то есть это всем вокруг плохо, но только британцам хорошо. Британской короне чудесно. Они, посмотрите, под предлогом того, что тут война идет, они могут делать все, что они хотят, эти пожиратели детей. В прямом смысле пожиратели детей. Саша, ну вот ваш этот спикер, я не знаю этого мужчину, который к вам приходит периодически в гости, Геннадий М. У другого блогера я послушала, у меня глаза на лоб полезли. Я сомневаюсь, что он стал бы подобного рода информацию распространять просто так, потому что он ее придумал. Но он сказал о том, что на острове Эпштейна принц Эндрю, который уже лишен всех своих титулов, Эндрю Маунтбеттен, кстати, между прочим, вчера арестованный в свое 66-летие и увезенный в неизвестном направлении. Ну, отпустили потом, да. Не по этим статьям абсолютно, а потому что якобы он там какую-то чувствительную информацию Эпштейну передавал. Ну, то есть они прикрывают его, понятное дело. Но что он совершил? На острове Эпштейна он изнасиловал, а потом сожрал в прямом смысле слова дочку Кира Стармера. О, Господи. И Киру Стармеру дали эту должность премьер-министра в качестве отступного за то, что принц Эндрю сожрал его дочь. Саша, ну вот смотрите, вы на меня смотрите, как будто бы я сошла с ума. Я точно так же смотрю на Геннадия М. Не могу поверить собственным ушам. А это все реально происходило. То есть это психопаты. Вы же думаете, что я зря все время бабулизу эту сумасшедшую крысинду, которая выплодила свой вот этот безумный выродок, выплодок, понимаете, этот помет.
Они же полностью безумные. Этот карлик, этот Эндрю, ну то есть их поступки, действия, как она их растила, в качестве кого? Кто эти люди? Что они знают вообще о мире? Они всегда были в замкнутом пространстве, и их растили как богоизбранных, которые должны управлять этим миром. Они не знают людей, они не думают о том, что им завтра жрать, на чем им спать, потому что вот этому корольку Карлу, ему слуги даже пасту выдавливают на щеточку и шнурки ему завязывают. Они их моют, вообще специально обученные люди моют эти существа. И вот эти существа, они только и думают о том, как завладеть миром. Да, они готовы встречаться с Зеленским, с его скумбрией недоделанной. Они готовы им паспорта выдавать. Они будут говорить: «Гуд, Вальдемар, гуд, мы тебе дадим возможность сделать это, сделать то. Покупай у нас замки, яхты, квартиры, все, что ты хочешь. Только твоя задача – мутить войну. И не просто вот эту маленькую войнушку. Цук-цук-цук-цук-цук. Украинцы с русскими. Этого мало. Это должна быть большая, масштабная, жирная война на всей территории Европы, чтобы мы могли на вот это пепелище прийти, где все будет разрушено, люди дезориентированы, люди в трагедии, в депрессии, все лучшие погибнут, все слабые станут рабами, а мы придем и все это скупим. То есть они вот это все проделали на Украине, Саша. Им хватило всего лишь каких-то 30 лет. По чуть-чуть, по капельке они сводили с ума людей. Они держали вот там вот на вершинах власти эту аферистку Тимошенко, этого кровавого Пороха. Они привели через Майдан этого кровавого пастора Турчинова, этого недоделанного, этого, как он назывался там, Яйценюха, понимаете? Они все это оплачивали, все это разжигали. И люди чувствовали подвох. Люди не хотели ходить на Майданы. Хорошо, они собрали весь маргинез, который был по всей Украине, притягли их сюда и посадили их в эти палатки, кормили их, поили и держали их как раковую опухоль, чтобы люди, в конце концов, возмущенные тем, что по городу нельзя проехать, невозможно жить, да давайте же в конце концов пойдем и порядок наведем. И вот когда люди в своем стремлении восстановить справедливость идут и пытаются навести порядок, дальше уже им навстречу идут другие, которые хотят навести порядок по-своему. Это и есть работа британской короны. Этим и занимается Ми-6 на протяжении всего своего существования. Это и есть их метод, как они завоевывают племена, народы, как они уничтожили индейцев, сталкивая племена друг с другом, как они завоевали вообще весь мир, всю океанию. И, конечно же, это их задача, чтобы русские отступили, оставили им верфи в Николаеве, оставили им Одессу, оставили им Черное море, которое они хотят сделать внутренним морем НАТО. А для этого им нужно из украинцев сделать вот этих боевых свиней, как они их там называли, дикообразов, которые будут дикие, невменяемые, с ненавистью во рту, в глазах, в зубах, в мозгах, вообще в костях, везде с ненавистью, которые будут по первому зову воевать с русскими и отвоевывать для них морские проходы, чтобы русские не могли свободно свой вот этот теневой флот развозить по всему миру, чтобы они не могли торговать без того, что хозяева вот этих вот морских путей будут им давать разрешение, конечно же, за маржу, которая будет расти по мере их желаний и потребностей. Вот и все. Все очень просто. Просто украинцы, ну, имеется в виду граждане Украины, после того, как они согласились идти по пути этой украинизации, отказа от своей идентичности, по чуть-чуть забывали историю, по чуть-чуть переписывали, потом эти конченые всякие Оксени Лісові, потом кто там, те институты памяти, В'ятровичи, Говнопердовичи, дебилы, вот эти, которые точно так же, как и Зеленский, за ковришки, за паспорта, за какие-то там мнимые бусы, которые у них отберут
как только они проявят какое-то несогласие. От Валера і його дружинонька оця, яким розказують, та ви ж такі красиві, ой, ви ж такі любимі, та люди ж вас люблять, а що той Зеленський? Давайте, ви тепер будете першою ледією і першим ледем. Ну, ці дебіли там сидять в Лондоне, катаются на колесе. И точно так же они готовы продавать оптом и в розницу остатки этой земли, роскоши людей. И, в принципе, от перемены мест слагаемых сумма не поменяется, потому что если Зеленскому удастся выскользнуть из этого чертового колеса с баблом, то любой другой, кто придет на его место, то ли это будет Валера, то ли кто-то другой, они продолжат ту же линию, потому что в Украину вцепился вот этот вот змей, понимаете? Он, знаете, как вот этого кролика пожирает удав. То есть он уже наполовину как бы находится, ну даже на большую половину уже находится внутри этого удава. Уже начали расщепляться части этого кролика. Все, он уже не способен к сопротивлению, потому что люди вовремя не поняли, в какую пасть гиене огненной они идут, какому черту они присягают, кому они отдают себя и своих детей. Да, конечно, не жалко памятники, не жалко книги, мы все равно их не читаем. Это же историческое говно, понимаете? Зато сьогодні хочемо кушати хорошо. А нам що? Як нам заробити гроші? Що в нас є тепер робота якась хороша, заводи, пароходи, все розрушено, все продано. Товарищ Кучма и господин Пинчук, его зять, они отлично поработали. И, кстати, у них вообще нет никаких проблем. Они первые, кто создал эту пирамиду МММ. Они отлично живут в Женеве, именно поэтому там проходят переговоры. Они отлично апеллируют вот этими всеми ресурсами, которые по-прежнему им принадлежат. Они отлично договариваются с любым петрушкой, которого они поставят в виде президента. То ли это будет Зеленский, то ли Залужный. А может быть, вот этот саночник, вот этот дегенерат тоже может стать скоро президентом. Ну, Усик еще сможет на стать очереди, президентом. Да. Понимаете, кто, ну, чем дебильнее, чем тупее, чем меньше книжек прочитал, чем больше в голову тебе давали, чем больше у тебя сломан нос вообще. І під час катання з гори на санках книжки не читаються, знаєте, воно так не виходить одномоментно і працювати на санках, і, значить, книжки читати. Вообще, конечно... Вот чем дебильнее будет эта власть, так называемая, понимаете, тем лучше будет Пинчуку, тем слаще он будет есть, тем лучше он будет жить, тем меньше у него будет опасности что-то потерять. Вообще, конечно, здесь, понимаете, в чем дело? Я как бы людей понимаю, ну, многих, которые там, ну, в общем, к власти относятся, ну, так, философски, типа, есть и есть, они вот опираются на какие-то там свои принципы жизненные, да, типа, власть — это власть, но ведь нам же продемонстрировало, ну, вот всегда же есть, размывается все сейчас, время такое какое-то, знаете, ну, вот Олимпиада, да, ну, вот, сегодня новость. Украина бойкотирует открытие Паралимпиады, потому что там флаги появятся России и Беларуси. Бойкот, всех призываем, короче, все вот так. Это Паралимпиада, это люди с ограниченными возможностями соревнуются между собой. Это еще более, там, это такой жест гуманизма для мира, да, это демонстрация того, что человеческие возможности, кроме, да, вот вне олимпийского духа, вне политики. Ну вот чем запомнилась Олимпиада, не Паралимпиада, мы сейчас посмотрим, как это все будет происходить, да, там будут украинцы, не будут эти украинцы как бы выходить на открытие или что это будет, то есть, ну, бойкот уже заявлен. Кем заявлен, Саша? А кто заявляет бойкот? Украинский НОК, Национальный олимпийский комитет. Дебилы. Ну, то есть они уже заявили, что будет бойкот открытия, да, потому что они протестуют, требуют убрать флаги. Ну, то есть это такой перформанс. То есть у нас страна превращается в спортивном мире в Гераскевича со своим шлемом, понимаете?
так вот, если навскидку, да, вот, ну, там россияне там по фигурному катанию, там, куда ни ткни, везде русские, то есть там с разных стран, они просто, да, вот это там девочка Аделька, да, которая фигуристка, она там классный номер в короткой программе, упала в длинной, там, заняла 6-е место, хотя вроде как должна была, то есть люди следят, там, несправедливо засудили там другого какого-то россиянина, они не под флагами выступают, они как бы сами за себя выступают. То есть есть какой-то интерес к спорту, к событию. Там все обсуждают, что там не дали россиянам и белорусам эти телефоны. Ну, в общем, там как бы коллаборация с Samsung, там у них новая раскладушка, вот этот телефон какой-то последний, и они вот всем спортсменам раздавали, они селфи делают, ну, короче, рекламная акция, но этим не дали. А что не дали? Ну, потому что там есть детали, страна, там туда-сюда. Говорит, подожди, так мы же не в стране, мы же не страну представляем, мы же как бы под нейтральным флагом. И все вот это вот события, вот эти, вот чем запомнилось, да, результатами, перформансами, там кто-то, какая-то там красивая спортсменка, какая-то вот там яркая, как чье-то выступление. У нас шлемом запомнилось. По медалям 0,0, понимаете? Так мы это усиливаем и переносим на Паралимпиаду, и всем говорим, эй, давайте, убирайте российские флаги. То есть люди, ну, как бы, и все говорят нормально. Это нормально чего, хорошо. Кто говорит, Саша? Вот я, например, не считаю, что это нормально. А вы считаете? Ну, то есть, понимаете, в чем дело? И все вот это говорят о том, что у нас герои, незламним, надо вот это все демонстрировать, показывать, что происходит в Украине. Да плевать уже этим людям, что происходит в Украине. Все обсуждают о том, что, например, по фигурному катанию в 2022 году там 5 раз прыгали, да, вот один элемент, а в этом году золотая медаль ни разу она не прыгнула. Ну, что идет какая-то вот спортивная деградация, там, спортивные какие-то проблемы или, наоборот, свершение, когда люди превозмогают себя. А у нас шлемы, а у нас используется как площадка для перформанса. Об этих спортсменах, ну, никто не заботится по-человечески. Никто не заботится. То есть не создаются условия, да, война, но тем не менее, надо же им заниматься, чтобы они приносили результат. Ведь это то, как выступает твой спортсмен, это лицо твоей страны. Но у нас получается лицо твоей страны на шлеме. Понимаете? И кажется, что в этом замкнутом кругу, порочном кругу, из него просто нет выхода, и никто не может вырваться. Когда как бы entertainment заменяет главное. Это там, призовое место, достойное выступление, спортивный смысл. Ну, Саша, а что вы хотите, если страну возглавляет дебил, вор и убийца? Соответственно, такие же на всех местах. Я так понимаю, что в НОКе тоже там уже не осталось ни одного нормального человека. Потому что всех советских, у которых были какие-то представления о профессии, о спорте, о достоинстве, о том, что действительно спортсмена нужно растить, создавать ему условия, для этого нужны средства, их нужно вкладывать в какие-то, скажем так, спортивные сооружения, спортсмена нужно кормить, экипировать, создавать ему соответствующую обстановку, решать какие-то бытовые вопросы, лечить его, учить его, понимаете? Нужно тренеров тоже поддерживать. То есть это сложнейшая история. Это я вам могу сказать, потому что в бытность свою на Украине у меня было несколько таких принципиальных направлений, которые я всегда поддерживала. Это дети, образование и здоровье, спортсмены и животные. То есть те, которые нуждаются в том, чтобы их защищали. Но про животных мы вообще уже молчим на Украине. Никто не говорит, как страдают собаки, коты, животные, люди и все остальные, например, там в зоне боевых действий, как они вообще там погибают и прочее и тому подобное. Никто уже не говорит о детях. Если вы заметили, только я, возможно, поднимаю эту тему, что этот дебил Оксен Лысовый, он вообще, что он этим детям, как он может возглавлять этот
орган, института, вернее, Министерства образования, если он дебил, у него на лице это написано, и он дебильные высказывает слова и прочие вещи. И, естественно, в спорте та же история. Вы понимаете, Саша, вот я, например, очень долго дружила с руководителем, скажем так, вот людей с ограниченными возможностями Николаем Подрезаном. И я участвовала в их мероприятиях. У них были конкурсы красоты и прочие вещи. Понятное дело, что и спортсмены, и те, которые паралимпийцы, у них же есть такое свое сообщество. Было когда-то в Украине. Так я вам хочу сказать, что люди, лишенные там каких-то возможностей, люди со сломанными позвоночниками, там, без ног, без рук, там, какие-то еще у них травмы были или врожденные какие-то. Это добрейшие люди. Вы не представляете, насколько они лучше, чище, добрее вообще вот всех этих ублюдков, у которых есть руки, блядь, ноги, все остальное у них есть, и они не могут нажраться вообще и бросают чужих детей в топку этой войны. И вы знаете, я думаю, что это просто конченые твари, вот эти НОК украинский, которому заплатил, я считаю, Пинчук, если он участвовал и стоял за спиной этого шлемоносца конченого, если они за то, что он ни одной медали не принес, никакой гордости вообще до страны не получил, понимаете, на международной арене, а может только проявиться скандалами и грязью своей дебильной, они ему кучу бабла насыпали в этот шлем, понимаешь, и его сделали героем. Но они лишили этих людей прекрасных, которые показывают здоровым, что нужно ценить эту жизнь такой, какая она есть, понимаете? Потому что можно... Был мальчик с ручками, с ножками, сука какая-то, хватает его, бросает в окоп, и там нахуй у него и ножку, и ручку оторвут. И вот уже мальчик без ножки и без ручки. Кто это вообще все делает? Кто? Не Зеленский? Да он должен гореть в аду, понимаете, а не быть каким-то там президентом, давать интервью. Да его нужно сжечь на главной площади, понимаете, вот так вот огнем, чтобы он горел, чтобы люди вот эти несчастные, старики, женщины, дети, которые потеряли вообще свою родину, свои города, понимаете, Ну да, это потеряли вот свои жизни, и кладбища растут. Как у него вы, вообще рот открывается, у этой твари, гниды вообще, что-то рассказывать про вечную войну. вы когда говорите о детях, вот есть же статистика официальная. Ну вот статистика, что прям половина детей, которые дети украинские в Украине, они по 2 раза переезжали. И там как бы ЮНИСЕФ публикует материал о том, что это, во-первых, стрессы, во-вторых, причем независимо, там это внутри страны или кто кого вывез, то есть минимум 2 раза. То есть очень много таких детей, которые, это, представьте, 2 переезда, это как минимум, то есть 2 школы, 2 каких-то, какие травмы они испытывают, да, когда, в общем-то, что-то где-то грюкнуло, а они думают, что бомбежка, понимаете? То есть на это комплексно никто не смотрит. То есть все вот видите, выжимают результат здесь и сейчас, как с этой Олимпиадой, которую там мы вот таким образом обсудили. Я хотел... Саша, вы знаете, я вам честно хочу сказать, еще когда в 2004 году был, нет, в 2014, наверное, был этот гребаный Майдан, а мои дети... мой старший сын, теперешний, но тогда это был мой младший ребенок, потому что еще были мои девочки, они замужем и, в общем, жили со мной. Он рассказывал мне, мой сын, потому что его школа находится на Прорезной рядом с Крещатиком. Он рассказывал мне, что учителя им в школе рассказывали: дети, если будут стрелять по окнам, то вам всем нужно ложиться на пол для того, чтобы парты прикрывали, потому что если стекла полетят, то они могут вас поранить. Это было еще в 2014 году. У меня волосы дыбом стояли, потому что моего ребенка учили в центре города, в столице европейской, ложиться на пол под парты, если вдруг будут обстреливать окна школы. Поэтому с тех пор, когда мой ребенок пришел и сказал: мама, а если меня убьют, говорит мне мой сын, что ты будешь делать?
На что я говорю: сыночек, тебя не убьют, ты что, мама сможет тебя защитить? Он говорит: а если, мама, тебя убьют, что я буду делать? Это 2014 год. И я должна была поддерживать этих сук, подонков, тварей, убийц, которые людей расстреливали, как на сафари на этом Крещатике. А эти дети несчастные, по окнам которых стреляли, по машинам которых стреляли, у которых папу, маму убили и продолжают убивать. Ладно, хорошо, они переехали один, второй, третий раз. А что они, нормальную жизнь получили? Они что, могут на своем собственном языке говорить? Их мамы, что ли, защищенные, им какие-то деньги дают или кто-то их поддерживает? Они едут к этим конченым гнидам, этим потомкам Бандери, а їм розказують, що це ви тут на своїй росіянській мові, ви що, в Росії? Це через вас іде війна. Суки, это суки, понимаешь, это не люди, Саша. А эти дети, которые выехали с родителями, где по всем городам и весям сейчас они живут, с украинскими паспортами, что их ждет? Они вернутся на Украину, они уже 3-й год ходят в чужие школы, на другом языке говорят, у них другие друзья, совсем другие интересы. Это демографическая кража, которая уже произошла. Эти дети уже не вернутся. І эта гнида притула їде до Канадійщини і розказує: Боже, серце розірвалося, діточки наші, діточки, скільки ж наших українчиків тут у Канадійщині, вони ж не повернуться. Как можно вообще на это все спокойно смотреть? Вот меня обвиняют, да, в том, что я эмоциональна. Потому что я мать, я живой человек. Я человек, который понимает, как системно разрушается эта страна. Чтобы гниды, твари из Букингемского дворца, помет этот грязный, вонючий, порочный, чтобы они жрали и насиловали детей на острове Эпштейна. Сколько украинских детей было на острове Эпштейна? Сколько детей было вывезено в педофильские семьи на территорию Европы? Куда делись дети, вывезенные из серой зоны с украинской, где целые детские дома, их сопровождали воспитатели только лишь до границы, дальше воспитателей оставляли, не давали возможности им дальше ехать с детьми, детей забирали неизвестные люди и увозили их в неизвестном направлении, судьба их неизвестна. Все это крышевала эта скумбрия, тварь эта. Она поставляла 2 маленьких детей этому конченному принцу Эндрю, когда он приезжал в Киев. То есть это конченная семейка Зеленского и этой его первой леди, так называемой, крышует вот этот бизнес, продает оружие, продает органы, продает людей в рабство, всю страну погрузила в рабство. Вот этих несчастных людей, паралимпийцев, которые единственные раз в 4 года имеют шанс хоть какой-то праздник получить, с людьми повстречаться, поговорить. Спорт их объединяет. Это великое человеческое достижение, когда человек лишен многих возможностей, когда он силу духа проявляет. Эти гниды ебаные, извини на добром слове, Саша, они лишают их этой возможности и ставят во главу угла дегенерата, который бабла полный шлем унес. Ну, смотрите, у нас нет никаких ну, у меня, по крайней мере, нет никаких подтверждений о том, что кто что крышевал. Только вот вчера написали о том, что есть некая украинка, да, которая там Эпштейн и $10 тысяч обещал, и ноутбук купил из модельного агентства, которое, в общем-то, это вот то, что известно, да, конкретно. Понятно, что об этом никто не расскажет. И, в общем, девушки ездили туда, да, для разных утех. Это вот вчерашняя информация, то, что это был 19-й год, и вот такие контакты, связи Эпштейна с Украиной, это то, что сейчас о чем пишут, о чем не пишут, мы, понятное дело, ну, не можем знать и не можем об этом говорить. Но, ну как, можем говорить, но это будет непроверенная информация. Но тут же другой момент. Это же надо заканчивать, Снежана. Вот сегодня объявили, что следующая неделя тоже переговоры, тоже в Женеве. Нам ничего не рассказывают. Может, это и хорошо, что ничего не рассказывают. Может, что-то все-таки решится в
плане остановки войны? Я вообще считаю, Саша, что это не надо было начинать. Вы знаете прекрасно мою позицию. Именно за это меня репрессировали и моих детей. За то, что я призывала к миру и к договоренностям. Но волки решили иначе. Все те, кто поклонились британской короне, в лице Пинчука в первую очередь, это случилось уже давно, и которые плодили именно такую так называемую элиту и приводили к власти только тех, кто ими полностью контролируется, они решили, что нужно сдавать эту страну. А что касается этих переговоров, то понятное дело, что никто не будет это останавливать. Я не знаю, осознают ли в Кремле до конца, что все-таки в Кремле сидят еще советские люди. У них еще вот этот ген гуманизма, понимаете, он не выветрился. А по ту сторону сидят хищники и волки, у которых в крови хищнический, захватнический инстинкт никуда никогда не девается. Они как раз только таких и растят. Пожиратели людей, рабовладельцев и кровопиец. Поэтому, когда в Кремле думают, что вот мы тоже стали теперь буржуины, мы теперь тоже капиталисты, да давайте ж будем жить, поживать и добра наживать, давайте же мирно торговать и будем, скажем так, по добру, по здорову вывозить бабло на ваши яхты и дачи, те, кому положено. Нет, они не собираются им давать такой возможности. Это война на поражение. Они всегда это делают. Они поэтому уничтожили царскую семью, несмотря на то, что их кровные родственники. Они уничтожили и детей в том числе, чтобы не было претендентов, чтобы не было наследников. Потому что они хотят эти ресурсы, Россию, взять под свой контроль. Они не хотят, чтобы тут были какие-то русские, хорошие, плохие, коммунисты, капиталисты, какие бы то ни было. Они хотят эту землю полностью зачистить. И вот они провели такой эксперимент на Украине, и у них получилось. Они хотят то же самое сделать в России. Они хотят, только Путин вот их немножко останавливает, потому что он все-таки советский, не еврей. Но как только туда придет кто-то типа Ленина, Троцкого и там целый список сейчас желающих стоять, они устроят то же самое, что устроил Зеленский на Украине. Он над ситуацией, он вне закона, его подельники спокойно, как вы заметили, Саша, выезжают, заезжают, то есть у них нет границ и нет ограничений. Фунты типа этого дурачка Валеры и Галущенко зі своєю Светкою, и там еще группа товарищей, Рагулей, которых из схронов повытягивали, они будут воевать. Они будут давить своей собственной массой на безоружных, они будут ставить раком и превращать в рабов население, одебиливать детей. То есть это вот такая пирамида. То же самое они сделают в России. Вы думаете, зря Зеленский говорит, что я жду, пока Путин умрет? Он ждет, когда Путин умрет или уйдет, или устанет сопротивляться, или еще что-то случится. Как мы понимаем, Ми-6 может дотянуться до любого. Если они до Сталина дотянулись, то я думаю, что и Путин, несмотря на все, скажем так, режимы безопасности, тоже понимает, что самый близкий человек может предать. Вот Путин же читает исторические книги, он же помнит вот это сакраментальное «И ты, Брут». Когда Юлия Цезаря, самый близкий его человек, ударил ножом в спину. Так вот, они ждут, что вот Путин, значит, закончит свое земное существование, а дальше придет вот такой Зеленский на таких же лозунгах, которые он будет обещать русским, что вот я приду, порядок наведу, мир будет, счастье будет, ох, как заживем. А дальше там уже готовы все вообще, как говорится, силы расстановки. Там огромное количество людей, завезенных из других регионов, взрослых, мужчин, агрессивных, которые совершенно другую религию испытывают, и которым
тоже скажут, что они должны восстановить справедливость. И там будет такая резня, что мало не покажется. Потому что это есть в исторических фактах, потому что это революция, все то, что было 100 лет тому назад на территории России, гражданская война, Первая мировая война, красные кавалеристы, красные дьяволята, сносим памятники, уничтожаем эти самые церкви, загоняем, убиваем, режем попов. Понимаете? Вот это все, это они уже делали здесь. Просто вопрос только в другом. Мы все вместе взятые, вот мы, народы, мы, грузины, армяне, узбеки, русские, украинцы, нормальные евреи, не представители вот этого сионистского, скажем так, лобби, которое стремится к полному мировому господству. Мы все простые народы, мы способны вообще осознать, что нас опять по новой ведут к тому же результату. Те же на манеже силы, которые не теряют, у них нет разрыва между поколениями, у них идет постоянное, скажем так, наследие. То есть они с молоком матери или с кровью младенца, которых они пьют там в букингемских подвалах, они знают, кто они такие и чего они хотят достичь. И у них нет никаких сомнений. И с ними договариваться невозможно. И с ними никто не договорится. Мы знаем по инсайтам, что помимо, значит, трехсторонней группы, русские, украинцы и американцы, которые почему-то даже Кремлем позиционируются как посредники, хотя они непосредственные участники этой войны, и они спонсируют, организовали, оплачивают, создают условия, экипируют, дают связь и целеполагание, как говорится, вводят в ракеты. Они являются полноценной стороной конфликта. Ну окей, мы играем в эту игру, они посредники. Но там же была и британская группа наблюдателей, которые следили за тем, чтобы ничего, как говорится, не случилось несанкционированного. И мы знаем, что после того, как британская и английская группа уехали, возвращался Мединский для того, чтобы еще без, как говорится, свидетелей этих поговорить с украинской группой. Ну а что он будет говорить, если Умеров гражданин США? С кем? О чем? Если везде враги у украинского народа, того, который, к несчастью, оказался заложниками в этом концлагере. Ну, есть такая, ну, опять-таки, это все домыслы, мы не можем говорить об этом наверняка, что Зеленский распорядился, дал указание готовить еще года 3 войны. Ну, то есть ресурсы, то есть где-то еще 3 года. В общем, зафигурировала, замаячила эта цифра. Не выдержим Саша, только, понимаете? Ну, вы знаете, я вам года? хочу сказать, я честно хочу сказать, и вы свидетель. Вот с первой минуты, наверное, как мы с вами стали записывать наши беседы, я всегда говорю, что пока Зеленский будет сидеть на этом месте, не будет мира. Я это говорю в открытую, чтобы все те, кто с умным видом и даже с федеральных каналов убеждает русских, украинцев и всех, кто следит за этим конфликтом, а это уже мировая война. Мировая. Участвует весь мир в этой войне, так или иначе. Так вот, все те, кто рассказывает, да боже мой, что там он решает, да ничего он не решает, да в принципе на его месте любой другой. Нет, ни любой, ни другой. Он решает, и на нем очень много всего завязано. И пока он будет сидеть и куражиться, этот черт, на голове у украинского народа, хорошего, плохого, дурного, обманутого или добровольно сошедшего с ума, эта война не закончится. И пока он не достигнет желаемого результата, а у него стоит такая задача: на территории Украины зачистить пространство для большой битвы, которая однозначно должна состояться. Его подельники, вот эта вот коалиция желающих, могущих и, как говорится, жрущих и пьющих человеческую кровь, они будут сводить с ума свое население. Вот поляки уже первый пошел.
То есть там уже колокольчики, звоночки, бубенчики зазвучали, уже там приняты законодательные нормы, что уже поляки не считаются, значит, наемниками, уже это не преступление уголовное, уже они могут воевать на территории Украины. Они будут делать все, чтобы люди нищали, чтобы они были недовольны, чтобы они теряли почву под ногами, чтобы они выходили вот в эту вот разряд маргинеса, и они их будут канализировать и накапливать здесь для того, чтобы все-таки вызвать русских на большую битву. И, естественно, как вы понимаете, вот эта вот всеобщая мобилизация, она, понятное дело, вызовет бури в стакане, а там уже подготовленные сидят пятая колонна, которая состоит из всяких разных представителей юридической нации венецианских купцов. Не буду в очередной раз называть, кто это. Фамилии всем известны. И они завизжат и заорут, и расскажут, что давайте менять власть, и вот тогда цели будут достигнуты. Я думаю, что у них вот такой вот план. Полное порабощение и поглощение России и взятие под контроль всех ее ресурсов, чтобы не приходилось с какими-то там разными кремлевскими, как говорится, вести беседы. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, дорогой Саша. Извините, друзья, за эмоции, но я думаю, что только слепо-глухонемые твари могут спокойно наблюдать за тем, как убивают наших детей. Запомните, чужих детей не бывает. Сегодня чужие дети сидят в подвале, завтра будут ваши. Это истина. Блаженные миротворцы. Стремитесь к миру и делайте все для того, чтобы закончить эту войну. Добра и света. Увидимся. До скорого.